Девчонки, всем привет! В этом мастер-классе я вам покажу, как связать вот такой кардиган. Вот, у меня такой довольно-таки длинный, регланом сверху, на размер от XS до M, наверное, где-то так. Он свободный, такой оверсайз, поэтому такой функциональный, подойдет для всех. Вязать мы будем из пряжи Alize Суперлана Макси, ну, по крайней мере, я вязала. Здесь 75 акрил и 25 шерсть. Состав так себе, но он такой получается износостойкий. Большая такая красивая палитра цветов, поэтому я решила связать именно из этой пряжи. В принципе, он не сильно закатывается, пряжа толстая, но это выходит довольно-таки бюджетно. Так, что еще? Вот у нас такой широкий рукав, сужается к низу. Планочка у меня без пуговиц, без петелек, да. Вот у меня вот так не внахлёст никак, а вот так. Он довольно-таки свободный. Длину вы можете связать любую, настолько, сколько хватит вам пряжи, или насколько вы хотите. Можно связать его короткий, длинный. За счет того, что здесь реглан, он подойдет на любые плечи, на узкие, широкие. Мне кажется, он будет прекрасно смотреться на любую фигуру. Он очень широкий. Так, у меня на весь кардиган ушло 8 мотков. И даже вот у меня осталось немножко. 8 мотков, поэтому это вообще пряжа совершенно недорогая. Поэтому вы свяжете спокойно себе вот такой. Я покажу, как вязать росток, как вязать сам реглан. Но это не урок по ростку и реглану, поэтому, если вам, конечно, что-то непонятно будет, пишите в комментариях, спрашивайте, и я, конечно же, отвечу на все ваши вопросы. Вот, ну, приступим к вязанию нашего кардигана. Итак, приступим. Для кардигана нам понадобится пряжа. У меня это Alize Суперлана Макси. Здесь 25 шерсти процентов и 75 акрила. В 100 граммах 100 метров. Вы можете использовать другую пряжу с таким же метражом. Она такая довольно-таки толстая. Цвет у меня 541 норка. Он такой вот серовато-бежевато-сиреневый. Такой сложный цвет. Вообще, конечно же, я тоже, как и большинство людей, не люблю акрил. Но здесь я буду использовать именно ее, потому что я хочу такое изделие более износостойкое, теплое. Такое... Ну, в общем-то, буду использовать такую пряжу. Я уже вязала из нее кардиган на заказ, поэтому мы будем вязать по моим расчетам предыдущим. Итак, значит, пряжа Alize Суперлана Макси, 100 грамм, 100 метров, цвет 541. Нам понадобятся спицы номер 7 для основного полотна и номер 6 для резинки и вот этой планочки. Я вот так схематически нарисовала кардиган. Уж извините, я плохо рисую. Вот, для кардигана нам понадобится 9 мотков такой пряжи. Даже чуть поменьше, но вот 9. В принципе, вы можете связать его чуть короче или чуть уже. Или рукава, может быть, уже. Тогда у вас, конечно, уйдет меньше мотков. Но у меня уйдет, наверное, 9. Вот. Здесь я расписала основные наши размеры. Кардиган будет такой оверсайз. Он подойдет на размер от XS, наверное, до M. Спокойно. У меня размер XS, и я хочу связать его именно такой объемный, чтобы он свисал. Рукава у меня будут длиннее, нежели у меня руки. Они будут так свисать. Длина у него тоже достаточно, он будет длинный. Вы можете связать короче, длиннее. Это уже на ваше усмотрение. Только расход будет, конечно, другой.
Так, значит, вот у меня будет длина 68 сантиметров. Это вот считая резинку. Рукава откроем будут 38 сантиметров. Это у меня уходил ровно один моточек. Я не считала ряды, а вот прям моточек у меня один уходил. Так, здесь у нас 8 рядов резиночки. Но здесь это все регулируется. Вы можете связать как вам угодно. Здесь просто полет фантазии. Так, и вот наша регланная линия. У меня она будет состоять из одной петельки. Она у меня будет равна 24 сантиметров. Это примерно 30 рядов. Если вы сделаете меньше рядов, например, соответственно, у вас будет уже сам кардиган, уже рукава. Вот это, в принципе, как и всегда в реглане. Чем длиннее регланная линия, тем шире ваше изделие и шире рукава. Поэтому вы все можете индивидуально под себя подбирать. Потом удобно вязать. Мы будем вязать регланом сверху. Поэтому вы можете в процессе вязания всегда примерять изделие и понимать, что вам нужно. Хотите вы уже, шире, длиннее или как-то так. Так, поэтому вот. Так, теперь, значит, приступим к вот нашей горловине. Вязать мы будем с горловины. Сначала мы вывяжем росток. Если вы не вязали росток, я объясню. Но вообще это не курс обучения по ростку. Я просто покажу, как делаю это я. Постараюсь объяснить как можно более понятно, чтобы даже если вы новичок и никогда не вязали, чтобы у вас все могло получиться. Вот. Для горловины я буду набирать 38 петель. Набирать мы их будем набирать крючком. Нам понадобится крючок и пряжа контрастного цвета. Ну, или не то, что прям контрастного, но другого, чтобы вам было намного удобнее. Вот у меня пряжа совершенно такая же, тоже Суперлана, только другой зеленый такой цвет. И крючок номер 5. Вообще можно номер 6, но вот у меня только пятерка есть. Так, нам понадобятся маркеры для вязания, это обязательно. Вот у меня такие маркеры, понадобится 8 штучек, чтобы каждую регланную линию нам отметить с двух сторон для удобства. Если у вас нет маркеров, вы можете использовать, например, ниточки маленькие, связанные такие петельки. Берете ниточку, просто завязываете узелок и вешаете ее на спицу, чтобы помечать, потому что без маркеров вам будет непонятно, скорее всего. Ну и, собственно, пока это все, что нам понадобится. 38 петель мы набираем. Вы можете набирать другое количество, это все индивидуально, но вот такое количество подойдет для размеров XS, от XS до M, точно. Так, как мы будем распределять наши петли? Одна петля у нас будет идти кромочная, да? Потом одна петля регланной линии. Здесь у нас будет идти 7 петель рукава, 18 петель спинки, опять 7 петель рукава и вот одна кромочная. И, соответственно, регланные. Вот 4. Соответственно, если сложить все эти количество, все эти петельки, вот здесь одна, 4 регланные линии, получается общее количество 38 петель. Далее, после того, как мы свяжем наш росток, я покажу, как это делается, его мы будем вязать поворотными рядами, ну, собственно, как и все наше изделие. Мы будем его вязать вот отсюда, это будет наше начало вязания, и будем вязать его укороченными рядами. Я покажу, как мы это будем делать. После того, как мы свяжем росток, мы будем уже вязать наши рукава и все тело и делать вот здесь прибавки. В каждом 5-м ряду вот мы будем прибавлять с каждой стороны по 7 петель. Но это уже я вам покажу в дальнейшем. Ну вот такая вот схема вязания
Вы можете ее себе перерисовать для удобства, потому что когда мы будем вязать росток, вот эти вот циферки, это у нас количество петель, мы будем помечать, где мы уже связали. Так, это будет вам намного удобней, поэтому я вам очень советую так сделать. Почему мы будем набирать петли на крючком? Потому что потом, после того, как мы свяжем все наше полотно, мы будем вот вязать планочку вот эту, да? И мы будем набирать вот здесь по краю и по горловине. Так вот, по краю будет удобно, потому что здесь мы будем делать кромочную петлю. И будет очень удобно набирать. А вот здесь наш наборный край будет очень неудобный. То есть он будет таким жестким, как бы будет шов проходить. А если мы сейчас наберем это все крючком, у нас будет прям полотно продолжаться, как бы не будет никакого шва, все будет красиво, аккуратно. Поэтому, если вы никогда не вязали крючком, я покажу, как сейчас сделать. Это очень легко. Нам нужно будет набрать только цепочку и ничего более. Поэтому, если вам будет непонятно, можете посмотреть какой-нибудь мастер-класс, например, по вязанию цепочки воздушных петель крючком. Вот. Ну, я вам сейчас покажу. Вот, значит, приступим к началу. Нам нужно 38 петель набрать. Мы наберем чуть больше, чтобы с запасом, чтобы у нас как бы на этом не ограничивалось наш наборный край, чтобы ничего не распустилось у нас, мы наберем чуть больше. Ну, например, 42 петли. Вот, для удобства. Как мы набираем? Кладем ниточку вот так на руку, даже на палец, обвиваем пальчик и заходим вот с задней стороны. Вот, и сделали такую петельку. Вот видите, перекрестили их. Сейчас еще раз покажу. Вот на пальчик одели. И получается, с левой стороны зашли. И вот так поворачиваем. Вот она оделась у нас петля. И теперь подцепляем. Вот так снизу заходим крючком. И подцепляем ее. И вот через эту первую петлю вытягиваем. Все, мы сделали вот нашу первую петельку. Вот это не считается, это наш узелок. Это как бы не будет считаться петлей, это набор у нас такой. Наборная петля первая. Не считается, поэтому вот мы сделали. И теперь от этого места мы отсчитываем 38, ну, может чуть побольше, да, 42 петли. Так же, как и первую петлю, мы заходим снизу, подхватываем и вытягиваем через петельку. Вытянули. Еще раз. Снизу. Можете свободно крутить крючком. Не пугайтесь, конечно, если вы первый раз это делаете, у вас будет все туго затянуто. Но потом вы привыкнете. Вот, и таким образом вот подхватили и вытащили. У нас получается вот такая вот косичка. 1, 2, 3. Мы связали 3 петли. И вяжем так дальше. 3, 4, 5. Вот, я набрала 42 петли где-то, если я не ошиблась. Вот у нас получается такая цепочка, как косичка. Да, видите? Вот косичка у вас должна получиться. Но нам сейчас вот эту петельку мы вытянем, так вот сделаем побольше, чтобы не распустилась. Но нам нужна не вот эта косичка, а вот с обратной стороны такие бугорки. Вот они. То есть как бы косичка состоит, вот здесь у нас косичка, да, получается, с этой стороны. А с обратной стороны у нас такие бугорочки. Вот они выпирают.
И вот за эти бугорочки мы будем набирать петельки. Отматываем уже ниточку, из которой мы будем вязать непосредственно кардиган. Вот, она идет к моточку. И смотрите, как мы делаем. Конечно, наверное, не очень удачно выбрала пряжу, она темновата. Ну вот он, наш бугорочек. Мы его засовываем в нашу спицу. Тот размер, это 7, которым будем вязать все полотно, и подхватываем. Будет это не очень удобно. Вам сначала так тут немножко расщепилось. Подхватываем и вот так вот вытаскиваем. Вот, и у нас на спице получилась 1 петля. Потом берем следующий бугорочек. Вот он. Как вы понимаете, вот здесь цепочка так и остается. Мы берем другую, вот 3-ю петлю и вытягиваем. Если вам так неудобно, вы не понимаете, не можете подхватить эту петлю, нашу ниточку, вы можете делать это крючком. Например, вот 3. Если вы не можете отсюда ее достать, вы можете вот взять крючок, вот так просунуть опять этот бугорочек и вытянуть петлю и одеть ее уже на вашу спицу. Ну, так, конечно, будет дольше. 4. 5. Итак, мы вытягиваем из каждого бугорочка. Да, конечно, на темной пряже хуже видно, поэтому, если у вас есть возможность, то возьмите что-нибудь посветлее. Можно не обязательно прям такую же пряжу, но похожую по толщине. Так будет удобней. Но, конечно, это не принципиально. У вас получится из более тонкой пряжи. Все нормально. Итак, мы вытягиваем 38 петель. Неважно, сколько у вас здесь, там она и останется чуть-чуть с кончика. Это совершенно не важно. Нам нужно 38. Я набрала 38 петель. Я сейчас еще раз пересчитаю, чтобы потом не было такой проблемы, как нехватка одной петли или наоборот больше. Обязательно пересчитайте тоже. Вот у меня 38. Смотрите, как у нас получается с обратной стороны. Вот эти у меня зелененькие ниточки, они образуют такую цепочку. Цепочка идет. Мы набрали, за другие петельки осталась цепочка. Потом, когда мы уже приступим к вязанию нашей планки, мы просто возьмем, потянем за ниточку, и наши петельки будут разъезжаться, и будут оставаться петельки вот этот ряд, и мы просто их будем вставлять в спицу сюда. Но это уже потом. Зелененькую ниточку мы отрезаем, но чуть-чуть оставим, чтобы он у нас был, никуда не убежал. Отрезаем. И теперь, вот мы закончили набирать вот тут. Закончился ряд. Теперь мы начинаем провязывать первый ряд по схеме. Вот оно, наше начало ряда. Мы сейчас будем его вязать изнаночными петлями, потому что вот этот у нас был первый ряд лицевой. Получается, это уже второй ряд. И его мы будем вязать изнаночными. И одновременно с этим
мы будем вешать маркеры вокруг нашей вот этой петельки регланной линии. Вот вокруг каждой мы будем вешать с одной и с другой стороны маркер, чтобы нам видеть в следующем ряду, уже спокойно вязать и видеть, где наши регланные линии. Вот, значит, первую петлю мы снимаем, да, как и будем делать во всех рядах. Первую петлю мы снимаем, вот она первая снята, и вешаем сюда маркер. Следующую петлю мы провязываем изнаночную. Здесь будет удобнее вязать изнаночную вот за заднюю стеночку. И вешаем маркер опять. Вот мы выделили одну регланную линию. Вот это одна петелька, вот здесь. Дальше мы вяжем 7 петель рукава. Также вяжем их изнаночные. Вот за заднюю просто так удобнее, она как-то ближе находится. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 петель рукава. Теперь вешаем еще маркер вот перед нашей регланной линией и вяжем одну петельку также изнаночной нашей регланной линии и вешаем еще маркер. Далее вяжем 18 петель спинки. Раз, два, три, 18 петель я пересчитала, потому что всегда очень обидно, когда неправильно делаешь, поэтому я всегда пересчитываю, нежели потом переделывать. Опять вешаем маркер, мы дошли до нашей третьей регланной линии. Повесили маркер, следующую петельку провязали изнаночной. Еще маркер. Далее вяжем 7 петель рукава. Также изнаночным все петли. Вот мы провязали 7 петель, опять дошли до нашей четвертой, уже последней регланной линии. Вешаем опять маркер, изнаночная, опять маркер и последняя, вот у нас одна петелька, мы ее провязываем изнаночной, как и все петельки кромочные мы будем вязать изнаночной. Вот здесь потянули все ниточки. Вот мы набрали наш второй, получается, уже ряд. Вот наши горловины. Так, и теперь мы приступаем к вязанию ростка. Вообще, вот как принцип самого реглана, да, мы в каждом втором ряду будем делать прибавку. То есть прибавку вдоль регланной линии. Вот у нас регланные линии. И мы будем здесь прибавлять одну петельку и здесь. И так вот плюс 1, плюс 1. 1 плюс 1. И вот так мы будем идти в круг, да, вот до сюда. Плюс 1, плюс 1. И вот в лицевом ряду, если вы вяжете
изделие не по кругу, а вот как мы сейчас вяжем поворотными рядами, то в каждом лицевом ряду мы будем делать прибавочки вот здесь, вдоль регланных линий. А уже изнаночный ряд, когда мы пойдем обратно, мы не делаем прибавок. Мы их просто провязываем, закрепляем. И потом уже опять следующий ряд мы вяжем с прибавками. За счет этого наше изделие будет увеличиваться, потому что будут прибавляться петли на рукавах, напереди и на спинке. Так, значит, теперь мы начинаем вязать вот отсюда, с этой точки. Мы будем сейчас вязать второй ряд. И в этом же ряду мы будем начинать вязать наш росток и будем начинать вязать, прибавлять петли вдоль линии реглана. Как мы будем вязать росток? Смотрите, мы провяжем вот эту кромочную петлю, линию реглана, провяжем все петли рукава этого, да, сделаем прибавки, здесь тоже сделаем прибавки, провяжем петли спинки, сделаем прибавки с двух сторон и провяжем вот эти две петли, и развернем наше вязание, но особым образом я покажу. То есть мы будем вязать, сейчас я вам нарисую, вот так, и доходим до вот этой 2 петли. Почему 2, 2, 1, 1? Можно разделить, это 7 петель поделены наши, да, 2, 2, 2, как раз дают 7. Можно поделить по-другому, но в общем принцип такой, что мы будем вязать, здесь связали 2, здесь связали 2, здесь связали 2, здесь 2. И мы будем вязать, получается, только одну спинку. Для чего это делается? Чтобы наше изделие хорошо село, это обязательно нужно вязать росток. Даже детям, я считаю, нужно вязать. Иначе ваша там кардиган или кофта, она будет падать назад. А спинка у всех изделий, если вы посмотрите на любое изделие свое, будь то свитер, кофта, любая покупная, у нее всегда спинка длиннее, чем перед. Вот для этого мы и вяжем этот росток. Не пугайтесь, это совсем не страшно. Здесь нужно просто поделить петли рукава. В данном случае я их поделила на 4 части. То есть у меня будет 8 рядов реглана. То есть 8 рядов ростка. Извините. Так, 1 ряд, потом мы вернемся сюда. 2 ряда, 3, 4. И вот так вот туда-обратно мы будем возвращаться. И так, в общем-то, 8 рядов мы провяжем здесь. Можете поделить это не на 4, можно поделить на 3. За счет этого у вас будет меньше рядов. И будет, значит, там 6 рядов, например. Ну, здесь лучше сделать побольше. Поделила я, это не принципиально, что вот так вы можете, например, сделать здесь 3, здесь 2, здесь одну, вот так как-то. Это не важно, но главное вот здесь побольше, поменьше, да? Либо все одинаковые. Ну, здесь в зависимости от количества петель на ваших рукавах. Вот я это буду, опять же, объясняю, что это не обучение реглану, поэтому я просто объясняю, как делаю это я. А вы же уже можете посмотреть у кого-то уроки, например, именно по реглану, как рассчитывать. Я вам даю вот готовый расчет, а вы уже рассчитываете. Например, если хотите по-другому связать другими нитками, спицами, тогда вы, конечно же, научитесь сами это делать. Вот, значит, мы вот так вяжем, доходим, вяжем здесь 2 петли, разворачиваем наше вязание и вяжем обратный, получается, изнаночный ряд. Вот отсюда. Здесь мы уже прибавки не делаем, это у нас изнаночный ряд. Мы вяжем и доходим вот до сюда. Вот оно специально у нас как бы разделено. Вот, провязываем 2 петли, вот эти. Вот эту петлю мы не будем считать.
она прибавилась. Соответственно, вы провяжете вот эту петлю, новую прибавленную, и еще 2. То есть в общей сложности 3 петли. Здесь все понятно объяснила. Вот, вы провяжете 3 петли, потому что здесь вы сделали прибавочку. Плюс 1. Получается, вы провяжете прибавку и 2 петли. Опять развернете ваше вязание и начнете вязать уже опять лицевой ряд. Начнете вязать, повернете и вот сюда пойдете. Сделайте здесь прибавки. Скажете наш лицевой ряд. И дойдете вот до сюда. Вот вы свяжете еще 2 петли рукава, плюс к этим. Опять развернете вязание, пойдете в обратную сторону. Здесь вы тоже делаете прибавки. Пойдете обратно. Дойдете вот до сюда. Вот, то есть вы провяжете вот эти петли и еще 2. А здесь вам будет видно, где заканчиваются вот эти наши петли. Там будет определенная, где мы развернули вязание, там будет такая определенная петля. Вы увидите, и от нее уже будете отсчитывать 2 петли. Так, потом мы возвращаемся, идем обратно. Опять делаем прибавки. И возвращаемся уже вот сюда. Еще провязываем 2 петли рукава. Здесь тоже делаем прибавки, не забываем. И вяжем опять обратно, изнаночный ряд. Здесь уже прибавок не будет. И доходим до сюда. Опять 2 петли мы провязываем. Опять разворачиваем наше вязание, провязываем его вот так. И провязываем вот до сюда. Мы провязываем вот эту 1 петлю. Прибавку мы эту не делаем. Мы просто провязали 1 петлю, развернули опять. Здесь сделали только прибавки, да, петлицом ряду. И пошли обратно. Очень вам схематично нарисовала. И здесь вы тоже провязываете 1 петлю. 1. Опять разворачиваете. И уже все, идете опять с прибавками со всеми. Вот, идете вот сюда. И уже здесь вы делаете прибавку. Вяжете линию реглана и прибавку. И все. И на этом мы связали наш росток. Вот у нас увеличится вот так спинка. Спереди ничего не прибавится. И потом вы просто уже дойдете до конца, свяжете кромочную и пойдете вязать обычными поворотными рядами. Туда-обратно. Только делая прибавки в лицевых рядах. Но это я вам сейчас все покажу. Это я просто вам рассказала в теории, как это будет. Вот я взяла маркером, обведу вам 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Вот так мы поделим. И так, приступаем к нашему вязанию. Извините за такие долгие рассказы, просто это очень сложно объяснить. Но делать это легко. Так, начинаем отсюда наш вязание. Первую петлю мы снимаем. Это кромочная петля. Мы всегда будем кромочную первую снимать. Далее мы делаем прибавку. Ряд у нас лицевой. Как мы делаем прибавку? Вот на пальчике у нас петля. Прям вот так берем ее, кладем и вот заходим за вон ту дальнюю, вот за эту. Вот, и просовываем ее между. Вот так вот она у нас получилась. Можете, конечно, прямо ее вот так скрутить. Так вот, и одеть. Вот она так. Ну, вот пальчиком удобней. Берете. Вот там ее подхватываете. И затягиваете. Затянули. Вот так вот. Перебрасываем маркер. Вяжем одну лицевую. Перебрасываем маркер. И опять делаем прибавку. Также вот на пальчике у меня. И вот за заднюю подхватываем. Вы можете делать прибавку вот из протяжки. Как вам удобно. Это совершенно не принципиально.
просто делаю именно так я. Далее вот мы сделали прибавку здесь, здесь. Теперь вяжем все 7 петель рукава. 1, 2, 3, провязали и делаем уже тут прибавку вокруг регланной линии. Мы это будем делать в каждом лицевом ряду. Вот лицевой ряд, это где все петли лицевые. Изнаночный, где изнаночные. Сделали прибавку, перекинули маркер, провязали линию реглана, перекинули опять маркер. Опять делаем прибавку. Сделали. И дальше вяжем петли спинки все до наших маркеров. Сначала вот вам может быть немножко неудобно, все это так, столько всего здесь, много, но потом это только вот сложность, только вот в этом ростке, то потом, когда вы уже научитесь это делать, вы поймете, что это совсем не сложно, а очень даже легко и удобно вязать именно вот регланом сверху. Например, это мой любимый способ, потому что нет никаких швов. Так, дошли до нашей линии реглана и делаем прибавку. Так, у нас тут маркер застрял. Делали прибавочку. Так, провязали линию реглана, маркер, опять прибавка. И вот наша схема. Прибавку сделали, и теперь 2 петли рукава провязываем. Смотрите, провязываем их. 1, 2. Провязали. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вот. И теперь вот тут ключевой такой момент вам нужно будет запомнить. Будете перематывать, наверное, несколько раз, как делала я, когда училась. И мы вот эту, чтобы здесь у нас не образовалась дырочка. Нельзя просто дальше продолжить вязание, потому что здесь будет большой просвет, видите? Мы перебрасываем вот эту последнюю петлю на правую спицу. Видите, мы перебросили. И перебрасываем ниточку вместе с ней вот через спицу. И тянем, вот так вот пальчиком придерживаем и тянем нашу ниточку. Вот так затянули, видите, вот здесь такой узелок образовался. Вот так затянули и дальше продолжаем вязать. Все, и пошли вязать. Вот у нас здесь затянулось и будет ничего не видно. В следующем ряду мы уже совсем окончательно спрячем это. Вот мы дошли до маркера теперь. Вот наша прибавка. И ее мы будем провязывать не как все петли вот мы вяжем изнаночные за переднюю стенку, а ее мы провяжем изнаночной, но мы провяжем за заднюю, вот за эту, чтобы она перекрутилась. Вот, просто за заднюю. Так она будет более скрученной, перекрученной и менее будет заметна дырочка. Перебрасываем. Линия реглана, маркер. И эту тоже, вот она прибавленная петля. Мы ее вот так вот за заднюю стеночку. Просто так же изнаночной провязываем. И теперь вяжем вот изнаночными петлями
Так, еще не забываем, мы вот здесь провязали 2 петли, и мы обязательно пометим, вот, например, точечкой, что мы их провязали уже. Теперь мы идем вязать вот к этим 2. Провязываем петли спинки. Вот, мы опять дошли до нашей прибавки. Мы ее провязываем также за заднюю стеночку. Вот просто перебрасываем маркер. Вот. Линия реглана. Маркер и наша вот опять прибавка. Мы ее тоже за заднюю стеночку. Все, провязали, да? И теперь мы вяжем вот эти 2 петли рукава. Здесь вот мы провязали прибавку одну, и теперь 2 петельки провязываем изнаночной. 1, 2. Поставили отметочку, что мы их провязали, и переворачиваем наше вязание на переднюю сторону. Вот. И здесь мы теперь тоже будем делать вот эту вот петлю. Видите, какая большая дырка вот здесь? Мы будем ее прятать. Мы опять переснимаем с левой спицы на правую нашу последнюю петлю провязанную. И теперь, как в изнаночном ряду мы делали, вот сюда накидывали и затягивали, а здесь мы наоборот сзади накинем вперед и также потянем. Вот, видите, она стала такой двойной. Мы затянули, так, вот, и дальше следующую петлю провязываем лицевой. И следующую тоже. Так, теперь делаем прибавку. У нас лицевой ряд, значит, мы делаем обязательно тут прибавку. Вот, сделали прибавку, перебросили маркер. Лицевая, маркер перебросили, и вот опять прибавка. И пошли вязать уже петли спинки. Итак, в каждом лицевом ряду у нас прибавляются петли. Вяжем так до следующей линии реглана. Каждый раз наша спинка будет увеличиваться на 2 петли в каждом лицевом ряду. Дошли до линии реглана и сделали прибавку, перебросили маркер, линия реглана, маркер, прибавка. Так. Прибавка. Далее вяжем также петли и дойдем до нашей вот этой вот двойной петли. Сейчас увидите. Вот она, которую мы затягивали. Вот она стала такой двойной. Вот. И мы просто эту двойную петлю просто берем и как обычную петлю одну провязываем. Вот так вот. Вот. И она у нас спряталась. Практически ничего не видно. И уже от этой еще петли, вот мы ее связали, теперь вяжем еще 2 петли рукава. Провязываем просто 1 и 2. Помечаем обязательно, что мы связали их. Разворачиваем вязание. Так,
вот это наша петля. Мы ее опять снимаем. Вот, сняли. Накидываем на спицу нитку рабочую. И вот придерживая, так тянем. Насколько можем вытянуть. Вот так вот ее затянули. И просто дальше вяжем изнаночной. Первый раз вам, конечно, будете путаться, но потом уже это с опытом приходит. Вот наша прибавка. Мы ее за заднюю стеночку провязываем. Перебрасываем маркер. Опять изнаночная. Теперь прибавку опять за заднюю стенку. И дальше вяжем нашу спинку. Вот вы дошли до нашей прибавки. Ее за заднюю стеночку провязали. Маркер, линия реглана, маркер и опять нашу прибавку за заднюю стеночку. Теперь вяжем опять петли рукава до двойной такой вот нашей петли. Вот она, двойная петля. Вот она соединена. Тут она как не сильно затянута, но вы поймете, вот она соединена. И ее также вот подхватываем две вот как бы вместе и провязываем изнаночной. Провязали, и теперь вяжем 2 петли следующие. Раз, два. Пометили обязательно, что мы их связали, и переворачиваем вязание. Вот видите, как у нас получается. Здесь петельки растут. И здесь снова мы берем эту петлю, перебрасываем на правую спицу, набрасываем ниточку на нее и вот так вот затягиваем, делаем ее двойной. Хорошо затянуть, и дальше опять вяжем. Дальше делаем прибавку. Дошли до регланной линии, делаем прибавку, маркер, линия реглана, маркер, прибавка. Все как обычно. Итак, мы дошли до маркера, делаем прибавку. Перебрасываем маркер, лицевая, маркер, прибавка. И вяжем до двойной петли нашей. Вот она, мы до нее дошли, вот она, видите, двойная. И ее мы провязываем также лицевой. Вот они. Потом они спрячутся еще лучше. Ну, здесь тоже как бы заметненько. Но это имеет место быть. Может быть, конечно, кто-то как-то по-другому делает, менее заметно, но делаю так. Провязали, и теперь еще 2 петли. Конечно, это зависит от толщины. У нас очень толстая пряжа, поэтому здесь более заметно. Но это будет на рукавах, это будет не очень видно. Вы всегда можете это, опять же, как-то подтянуть, спрятать.
Например, если у вас образуются дырочки, вы не пугайтесь, там, например, где-то я всегда это потом зашиваю иголочкой. Берете ниточку вот эту, расщепляете ее, потому что, например, это очень толстая. И уже дырочки можно зашить изнутри. И ничего не будет видно. Так, вы провязали 2 петли. Поставили, что мы их провязали. И перевернули вязание. Вот видите, у нас осталась 1 петля. Потом вот это. Перевернули, перебросили с левой на правую и затягиваем петлю, стянули и пошли вязать следующие петли. Так, и вяжем так до наших рукавов, до нашей следующей, до этого места, до нашей двойной петли. И вот я дошла до двойной петельки. И теперь провязываем так, за обе стеночки. Берем за обе петельки и провязываем изнаночной. Затягиваем. Теперь вяжем вот эти 2 петли. Рукава. Провязали, пометили, что мы их связали. Переворачиваем наше вязание. Вот они, наши поворотные ряды, вот такие штучки. Их на самом деле незаметно будет на рукавах, не бросается в глаза. Теперь мы опять последнюю петлю перебрасываем на правую спицу, накидываем на нее нашу ниточку рабочую, вот, затянули и пошли вязать дальше. Вяжем так, теперь до наших следующей двойной петли вот здесь на рукаве. Итак, мы провязали до нашей двойной петли. Вот она. И провязываем ее так вот лицевой. Провязали, и вот у нас осталась еще 1. Так, мы ее провязываем. Но прибавку мы здесь не делаем, просто провязали петлю, вот дошли до маркера, провязали последнюю, но прибавку не делаем, просто переворачиваем вязание, опять перебрасываем на правую спицу, набрасываем ниточку и затягиваем. И теперь вяжем изнаночный ряд до нашей опять двойной петли на рукаве. Итак, мы дошли опять до нашей этой двойной петельки и провязываем ее изнаночной. Провязали. Теперь провязываем одну лицевую, одну вот эту вот петельку нашего рукава. Вот так, провязали. И все, у нас здесь осталась наша прибавка, которую мы делали в начале, прежде чем делать весь росток. Все мы провязали, пометили, что мы все провязали. Теперь мы разворачиваем опять наше вязание, перебрасываем петельку, накидываем на нее нитку рабочую, затягиваем и вяжем. Так, и так мы провязываем до нашей двойной опять петельки, которая будет вот здесь. Вот мы дошли до нашей двойной петельки и ее провязываем
лицевой. Так, вот мы дошли до нашей последней 4-й регланной линии. Делаем прибавку. Перебрасываем маркер. 1 лицевая, прибавка. Так, сейчас маркер перебрасываем. Теперь уже прибавка. И вот последняя петелька, это кромочная. Мы ее всегда будем провязывать изнаночной, чтобы у нас был такой кромочный ряд, по которому мы будем потом набирать петли